Леша, а ведь скоро у нас 30-летие свадьбы, как-то вечером сказала мужу Людмила. Да помню, Люд, помню, усмехнулся Алексей. Но не так уж и скоро. Ровно через 3 месяца. Подарок уже купил. Почему-то поинтересовалась жена. Нет, ответил удивленно муж. А что такое? Ты не беспокойся, я придумал, что тебе подарю. Вот и хорошо, что не купил, радостно выдохнула жена. Потому что я сама себе подарок придумала. Вернее, нам с тобой. Общий подарок на двоих. Погоди, запротестовал муж. Я же уже придумал. Что придумал, то и подарю. Это ты погоди. Перебила мужа Людмила. Думаешь, я зачем этот разговор начала? Хочу, чтобы ты купил нам с тобой к юбилею свадьбы самовар. Самовар? Алексей недоверчиво посмотрел на жену. Ты это серьезно? Да? Самовар? Золотой? Чего? У мужа даже дыхание перехватило. Прямо-таки золотой? Но нет, конечно. Латунный. Но он же блестит, как золотой. Еще я хочу, чтобы был он большим. Зачем нам с тобой большой самовар? У нас семья раз-два и обчелся. Ты, я и дочь незамужняя до сих пор. Ну и пусть. Я хочу большой самовар пузатый. Электрический? Нет, настоящий жировой. Чтобы лучиной его топить. И сосновыми шишками. Как они вкусно пахнут, когда самовар топится. С ума сошла? Мы же с тобой в квартире живем. Ну и что? А где мы его растапливать будем? На балконе? Там же нельзя, отрезал Алексей. Соседи дым увидят, позвонят пожарным, и нас оштрафуют. Тогда я на него просто смотреть буду, упрямилась Людмила. Господи, ну зачем тебе самовар? Алексей не знал, как переубедить жену. Мы же современные люди. А тебе что, денег на него жалко тратить? Не сдавалась жена. Если для тебя это дорого, согласна из своих сбережений половину стоимости подарка оплатить. Ход жены был хитрый и попал в точку. Я что, безработный, что ли? Заворчал недовольно Алексей. Но все равно, Люд, объясни мне, зачем нам самовар. Я чего-то не пойму. А что тут объяснять? Я всегда мечтала, что будет у нас с тобой большая семья и куча внуков, призналась жена. Что мы будем сидеть вместе за большим столом, а в центре его большой самовар. Как в моем детстве. И эта мечта у меня до сих пор не утихла, понимаешь. С большой семьей не получилось. Так ты мне хоть самовар подари. Ладно, тяжело вздохнул муж. Где хоть эти самовары теперь продают? Фи, усмехнулась жена. Через интернет закажи. Сейчас через интернет любую вещь купить, пара пустяков. Алексей целый месяц выбирал в интернете самовар. Все тянул, сомневался, но все-таки однажды в их квартире появился тульский пузатый золотой красавец, аж на 7 литров. В тот день радости Людмилы не было предела. Она водрузила самовар в тесной кухне на стол, немного полюбовалась им, а потом засуетилась. Поставила на плиту греть чайник и стала доставать из фотоальбома старые пожелтевшие фотографии ушедших на небо родственников и развешивать их по стенам кухни, приклеивая обычным мылом. «Ты чего делаешь?» – забеспокоился муж. «Ты зачем стены портишь?» «Это же мыло, оно отмывается», – странной улыбкой улыбнулась жена. «Ты не беспокойся. Это я гостей на самовар приглашаю. Хочу перед родственниками похвастаться твоим подарком». «С ума сошла?» Алексей с беспокойством посмотрел на жену, потом зачем-то добавил: ты бы успокоительное приняла какое-нибудь». «Думаешь, я с ума сошла?» Засмеялась Людмила. «Я сейчас в самовар из чайника кипятка налью, и станем мы с тобой чаевничать, да с родственниками разговаривать. А ты вместо того, чтобы про меня плохо думать, самовар внутри помой хорошенько. Интересно, когда дочь с работы придет. Чего-то она последнее время за полночь приходит». Алексей только закачал головой. В голове его опять мелькнула мысль, что с женой творится что-то непонятное. Но все-таки скоро, как и обещала жена, они сели за стол. Людмила к тому времени заварила чай,
навалила в красивые вазочки плюшки да конфеты. Когда разлили по чашкам чай, за столом возникла пауза. Затем Людмила заговорила. «Ну что, родственнички?» — обратилась она к фотографиям. «Вот и еще одна мечта моя сбылась. Глядите, какой у нас появился в доме самовар». Она посмотрела на мужа, и ему почему-то стало неуютно. Ему показалось, что родственники и правда с большим вниманием слушают Людмилу. А она продолжила. «Теперь я вас попрошу, чтобы вы помогли мне исполнить мою главную мечту. Пусть моя дочка скорее выйдет замуж и принесет мне кучу внуков. Вы там наверху попросите об этом кого надо. А я за вас помолюсь. Ладно? Обещаю вам. Честное слово». В это время Алексей услышал, как входную дверь квартиры кто-то открывает ключом. «Кажется, дочка пришла», — воскликнул он громко с облегчением. «Ты уж, Людмила, при дочери такое вот не вздумай говорить. А то она опять психовать начнет. Говорить, что мы от нее хотим избавиться». Но дочь сегодня была в отличном настроении. «Ух ты!» — воскликнула она, увидев на столе самовар. «Вот это красотища! Золотой самовар! А чего это вы сюда фотки развесили?» Потом дочка вдруг странно заулыбалась, обернулась и громко кому-то сказала: «Володя, проходи уже сюда, не стесняйся». И в кухню вошел незнакомый молодой мужчина, который, улыбаясь, чуть заметно кивнул головой и скромно произнес: «Здравствуйте, приятного аппетита». «Мам, пап, это Володя», — дочка слегка покраснела. «Мы решили с ним пожениться. И главное, это, у нас с ним, кажется, будет ребенок. Если что, вы же не против. Мы-то...» Алексей мгновенно уставился на жену. А та, странно улыбаясь, опять смотрела на пожелтевшие фотографии на стенах, и в уголках ее глазах заблестели слезы, слезы счастья.